Всем привет! Меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Кем же вы будете? Одиноким волком или влюбленным орлом? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. Конечно же, не забывайте писать комментарии, да побольше. И давайте, вот знаете, сегодня немножко пошалим. Я вот периодически делаю разные опросы. Сегодня будет довольно необычный такой вопрос. Опрос даже, вернее, не вопрос. Напишите в комментариях, какой вы меня себе представляете. Вот мне просто интересно вот почитать ваше мнение. Вот что вы думаете? Вот все что угодно можете. Цвет волос, глаз, там, вот как вы меня представляете? Будем шалить в комментариях. Давайте, только смотрите, чур, ребята, без пошлостей. Итак, в каких энергиях вы находитесь? Период апатии. Период апатии у кого-то либо же прошел он, у кого-то сейчас продолжается. Помним, что это общий расклад. Сердечко-то разбитое, потому и было ваше такое вот состояние нестояния. Вы человек, который обладает, знаете, то ли интуицией, то ли снова. Посмотрите, у нас довольно часто стало, кстати, выпадать, что вот какие-то магические способности у вас есть, но в то же время есть сомнения, стоит ли заниматься этим, да, вот, а лучше я посмотрю расклады Таро, да, так подучусь немножко. Хотя по раскладам, я вам скажу по секрету, вы не научитесь. Расклады интересно слушать, да, что-то полезное для себя брать, кто-то для развлечения смотрит, да, кто-то чисто психологию вот изучает таким образом. Но именно Таро вы не изучите, вот именно по раскладам, просто смотреть расклады. Потому что каждый трактует по-своему. Вы человек, ну, я бы вас назвала шеф-поваром. Ну, вы готовите просто суперски, да, прям слюнки могут потечь из-за ваших вот этих вкусняшек. Вы очень гостеприимный такой товарищ, хотя с очень таким, ну, жестковатым периодом и характером. Не скажу, что вы белый пушистый, нет. Вот в душе, да, добрый вы человек, но с таким вот стерженьком, который лучше не трогать. Вот знаете, как в фильме было «Меня будить». Так вот это про вас. Вот вас лучше не трогать, иначе будет трэш всем. Вы вспыльчивый, но отходчивый. Причем вы вспыльчивый стали после того, как вам разбили сердце когда-то. Раньше вы вспыльчивым таким не были. Сейчас это все, это вы спичкой стали. Вам особо повода и не нужно, чтобы... Вот бывает реально, чтобы вам вспылить, нужно какую-то мелочь. Вас это самого может иногда бесить, раздражать, да, вот вы думаете, да елки-палки, что я из-за этого, из-за чепухи нервничаю, ну, как бы не робот, себя не сдержишь, да, вот эмоции, довольно тяжело вам сдерживать вот эти вот свои бурные такие эмоции, свой адреналин, который кипит и бурлит внутри. Так. Вы в душе, вот знаете, несмотря на то, что вы уже взрослый, состоявшийся мужчина, вы в душе в каком-то смысле еще юноша. Вот юноша по каким-то своим таким вот наивным понятиям. Вот несмотря на вашу вспыльчивость, да, вот парадокс такой. Вот есть какие-то юношеские такие, в чем-то наивные, то ли это, ну знаете, вот доверительные нотки какие-то. Слишком вы доверчивый, вот если по-простому. Слишком доверчивый. Я вам скажу, что у вас идет такая очень мощная, очень сильная ностальгия о прошлом. Вот эта ностальгия у кого-то о прошлых отношениях, у кого-то это ностальгия, я не знаю, там по родителям, по каким-то местам, может быть, любимым. Вы часто любите, ну, именно на уровне воспоминаний возвращаться в какие-то далекие любимые места, да, вот там, где, допустим, вы жили в детстве, может быть, где вы учились, где вы путешествовали, да, вот, ну, такой вы мечтатель. В принципе, нотки романтичности у вас присутствуют. Вы еще такой человек, который, ну, довольно религиозный. Я не говорю, что фанатично религиозный, но
Есть такой момент, да, вот вера для вас это святое, да, вот вы довольно часто просите там и Бога чего-то, ну, какие-то свои желания, да, какой-то помощи вы просите. Ну, то есть здесь такой момент, когда я не скажу, что это вам мешает в жизни, наоборот, вам эта вера, она очень помогает. Это не чрезмерный фанатизм, нет. А вот именно ну, в меру, да, что ли. Для того, чтобы быть верующим человеком, да, вам не обязательно ходить в церковь. Вы вот можете и дома попросить, да, там перед иконой просто. Ну, то есть это такой своего рода ваш мир, да, это ваша помощь, да, вот именно святые, да, вот высшие силы, это все вы воспринимаете как реально как помощь, да, вот помощь свыше. Это для вас очень важно. Вы такой человек, который, знаете, вот у вас нет такой нотки злопамятности, что ли. Несмотря на какие-то вспыльчивые нотки даже. Ну, нет такого вот момента, что отомщу, сделаю кому-то назло, сделаю какую-то пакость. Вот такого нет. Вот вы какой-то то ли всепрощающий, да, вы быстро забываете все плохое. В вашей жизни присутствуют люди, которые когда-то сделали вам больно. Я сейчас не обязательно не о женщинах говорю, это может быть кто угодно. И по работе, и друзья, там, в семье, родственники. Присутствуют люди, с которыми вы когда-то ссорились, которые делали вам больно тем или иным образом, да, которые могли что-то, может быть, неприятное сказать, что вы поссорились, либо же что-то сделать. Но вы их простили. Вот вы не затаили злость, вы не мстите. Вы как-то вот отпустили ситуацию и решили, да, вот, ну, будем общаться по-нормальному, да, помиримся, ну, всякого бывало, да. То есть, ну, такой вот вы человек, ну, мягкий, такой уступчивый, податливый. Да, вот такой парадокс, опять же. С одной стороны, вы такой взрывной, но на самом деле вот ваше нутро, ваша душа и сердце, они настолько, вот то ли это добродушность ваша такая, великодушие. Ну, понимаете, вот все равно в любом случае у вас много таких положительных черт. У вас много позитивных моментов, которые вас могут даже самого тяготить. Это даже может быть та же чрезмерная доброта, за которую вы сами себя ругаете. Знаете, как вот бывают моменты, что некоторые вот мужчины, либо же женщины сами говорят своим родителям, что вот вот вы меня слишком порядочным воспитали. Сейчас другой мир, сейчас люди это не ценят, да, вот нужно быть пожестче, нужно там изворачиваться, как-то манипулировать. То есть вы понимаете, либо же даже чувствуете в каком-то смысле себя вот, ну, как белой вороной в этой жизни. Вы потому не можете устроить длительный период личную жизнь, потому что вы не видите достойной партнерши в вашем окружении. Те романы, которые у некоторых из вас присутствуют, они абсолютно, ну, не цепляют вас. Эти женщины – это такое, ну, временное такое существо в вашей жизни, о котором, ну, даже говорить не хочется, если честно. Это настолько такая вот забава путятишна, которую вы очень скоро забудете. И реально вас тяготит та ситуация, что вы не можете длительный период устроить личную жизнь, потому что вот, ну, не с кем. Ну, где вот взять нормальную женщину? Вот где, да, вот вы можете даже задаваться таким вопросом. Вроде бы красотки есть, и фигуристые, и, ну все при ней, да? А как-то вот начинаешь ближе общаться, ближе знакомиться, и ты понимаешь, что она дышит деньгами, выгодой, да, куда сходить, куда поехать, куда там, где потусить, в таком вот плане. Либо же это могут быть женщины, да, вот неряшливые, женщины, которые имеют какие-то еще не очень такие приятные рассуждения, да, потому что, ну, в принципе, вы считываете, у вас хорошая интуиция, вы людей видите, в принципе. Вы даже между строк читаете, вы даже не представляете, может даже, ну, не всегда замечаете, как вы чувствуете людей.
Это уже просто у вас на автомате. Напишите в комментариях, есть такой момент или нет. Давайте будем разбираться, что же будет дальше. Вы будете одиноким волком, либо же влюбленным орлом. Что же будет дальше? Смотрите, какой-то период у вас еще будут, ну, романы, да, вот кто нормально относится к романам, для этих вот товарищей, я сразу скажу, романы у вас будут. Те же из вас, кто нацелен на серьезные отношения, вы повстречаете женщину. Это будет женщина, ну, такая довольно с таким вот характером, даже не знаю, вот каким словом описать. Эта женщина довольно непростая, она имеет характер. Это женщина, которой вы сразу даже побоитесь как-то подступиться, познакомиться. Она вам понравится, она хороша собой, она такого, ну, среднего возраста, среднего телосложения. Но она настолько уверена в себе, да, это может быть даже вот во внешности, это может быть просто в выражении лица. Знаете, как бывает, идешь по улице, навстречу вроде бы и красивая женщина, но выражение лица такое, что как будто написано на лице «не подходи, убью», да? А потом женщины удивляются, а почему же мужчины с ними не знакомятся? Да потому что, ну, будь попроще, да, лицо попроще сделай. Вот у нее какое-то такое, знаете, то ли это неприступное выражение лица будет, то ли это будет какое-то вот, ну, знаете, нотки высокомерия, что ли. Давайте разбираться, она такая есть или нет. Нет, она такой стала. Она такой стала после пережитого в жизни. У нее была довольно непростая ситуация с ее мужчиной. У нее тоже было и вранье, у нее было предательство. Она очень тяжелую такую ситуацию пережила, поэтому она стала более жесткая, более холодная. Она стала больше любить себя. Пусть вас это не пугает, потому что я представляю, сейчас многие напишут, да, что зачем мне такая, у меня уже такая была. Но опять же, предупрежден, значит вооружен. Я просто описываю женщину, которая может повстречаться на вашем пути. Какая она внутренне, да, вот какая она настоящая. Настоящая она намного попроще. Она далеко не всем показывает свое настоящее вот именно нутро, что ли, да. Она не всем рассказывает о своих каких-то жизненных тяготах. Она о своей жизни рассказывает очень-очень узкому кругу людей. Поэтому на первый взгляд она кажется, что она такая вот неприступная королева. Это всего лишь ее такая защитная маска. Это женщина, которая абсолютно не для романов. Вот с ней как раз. Это будут серьезные отношения, конечно, если вы захотите этих отношений. Она прожила период, в ее жизни был такой период, и безденежья. У нее была такая, знаете, возможность, ну, чуть ли, я не знаю, там, я не скажу, что она по миру пойдет там чуть ли не с протянутой рукой, но это был период, когда реально чуть ли не на хлеб и воду у нее хватало денег, да, я сейчас утрирую немножко, но чтобы вы понимали. Она не сломилась, вот жизнь ее не сломила, просто вот как-то более жесткой стала, более закаленной в боях с этой жизнью. В ее жизни был мужчина, довольно жесткий, довольно холодный, вот с которым она разошлась. Мужчина мог унижать ее, оскорблять. Здесь и измена проигрывается. Этот мужчина, которого она в свое время боготворила, он не оценил абсолютно ни ее чувств, ни ее стараний, ничего. Она была очень хорошей, вот как жена, вот как хозяйка в доме, да, это не оценилось. Человек, который ее постоянно унижал, который оскорблял, да, ну, ей было страшно, поначалу ей было страшно уйти.
И из-за этого вот проигрывается вот этот момент, да, она уйдет от него, ну, вернее, ушла. Из-за этого сейчас я понимаю, да, у нее был период безденежья, потому что были проблемы и с деньгами, и с жильем совсем, да, вот именно из-за этого, что чуть ли не на хлебе и воде она жила. Поэтому она, в общем-то, нахлебалась достаточно. Вы со своей стороны нахлебались, она со своей. Давайте-ка будем смотреть, что же будет дальше. Но вас ждут с ней крутые перемены, причем это очень радикальные перемены. Ну, конечно же, ваши сомнения, они же никуда не деваются. Вы же без сомнений, ребята, как без воздуха. Вот вам нужен будет период обдумать, обмозговать, стоит ли связываться, не стоит. Плюс вас испугает немножко поначалу ее характер, да, вот такой жестковатый. Но на самом деле, вот как я уже говорила, она перед своими, вот когда она уже сближается с людьми, она совершенно другая открывается. Она и добрая, она и отзывчивая, она и хорошая мать в будущем, да, вот из таких хорошие матери вырастают, получаются. Она во всех отношениях, знаете, ну, в принципе, она суперская женщина, просто обиженная судьбой. Вот обиженная судьбой, причем несправедливо. Вот несправедливо. Знаете, вот самое обидное, когда женщины любят мужчин, искренне любят, по-настоящему, без всякой выгоды, да, вот как она любила своего прежнего мужчину. Он это не оценил. Он просто начал борзеть, да, унижать, оскорблять, гулять и так далее. Поэтому ей пришлось одеть маску, поэтому не нужно ее осуждать, она совершенно другой человек. Не нужно бояться такую женщину, потому что вы не знаете, что у нее в душе. Попытайтесь, вот даже если на первый взгляд вам будет казаться, что женщина может быть холодновата с вами, ну, дорогие мои, очень многие женщины остались, ну, либо же периодически остаются одинокие, да, вот в той или иной степени у кого-то бывают довольно часто какие-то разрывы, разводы, да, ну, практически у всех, наверное, в этой жизни, у большинства по статистике разрывы в отношениях были. Если вам понравится женщина, попытайтесь как-то с ней вот наладить контакт. Не бросайте ее, не убегайте, если она, может быть, ну, не так мягко с вами общается, да. Если она не так сказала, не тем тоном, да, не так посмотрела. Ну, попытайтесь сблизиться. Вы же не знаете, а может быть, реально она просто, ну, как под защитной маской. И эту маску она очень скоро сбросит именно под вашим влиянием. Проще простого хлопнуть дверью и уйти. Проще простого, да, вот развернуться, просто избежать от неугодной женщины. А вы попытайтесь, вот как сильные мужчины, потому что, ну, многие женщины тоже, которые травмированы, они вот как ежики. Они к мужчинам вот реально как ежики, да, вот колючки выпускают и боятся впустить в свою жизнь. С одной стороны не хотят впустить, а с другой стороны страшно. Есть какие-то опасения, есть недоверие. Ну, то же, что и вы проживаете, только женщины точно так это все чувствуют. Поэтому, смотрите, довольно крутые перемены вас ожидают с ней. Давайте посмотрим, что же это за перемены все-таки будут. Она, смотрите, она станет хозяйкой вашей судьбы. Вы будете очень долго сопротивляться, конечно. Вы сначала не решитесь очень, ну, близко с ней как бы начать отношения. Но она станет хозяйкой вашей судьбы в хорошем смысле слова. Она станет человеком, слово которого для вас очень важно и весомо. Вы, чем ближе будете с ней сближаться, вы откроете ее с другой стороны. Вы увидите все ее грани, поэтому вы для себя вот решите все-таки со временем, что да, вот я хочу быть с этой женщиной, вот что-то в ней есть манящее, да, вот что-то меня влечет, что-то в ней есть такое, что я готов с ней попробовать. Я не скажу, что это будет идиллия, нет, потому что, ну, все-таки мечевая королева, да, она может быть эмоционально холодная, она может быть более рассудительная, она больше включает ум и логику.
но она может иметь безумно горячее сердце. Вот эта женщина из таких. Сердце, душа у нее безумно теплая, горячая, да, вот она очень добрая, она отзывчивая. Но она себя не может выключить в связи с вот этими вот своими прошлыми перипетиями, да, вот она не может так по щелчку пальцев просто стать другой, белой и пушистой, вот даже внешне, понимаете? Вот эта оболочка у нее спадет, но спадет со временем. От этого на самом деле тяжело избавиться от такого вот, знаете, самовосприятия. Вот таким вот ежиком она будет и дальше, но только с чужими. С вами она будет теплеть. Вот потепление, это будет постепенное такое потепление в отношениях. И она с вами уберет эти колючки со временем. Поэтому вот ваши тараканчики, вот эти, которые у нас нарисованы, они с ней разбегутся. Вот разбегутся, но это будет довольно длительный период. У каждого это по-разному проиграется. Но то, что вы избавитесь этой женщины от тараканов своих, от каких-то предрассудков, от каких-то страхов, может быть, даже комплексов, да, но это однозначно. Просто нужно набраться немножко терпения во всех отношениях и распознать эту женщину. Терпение дождаться, когда она вам откроется вот полностью, когда она с вами станет самой собой. Ну и, конечно же, дождаться, пока последний тараканчик убежит. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!